песенки пою. Как говорится, начнем с самого начала. Вот она. Это самая ферма, на которой я сегодняшняя родилась в первый раз. В семье обычного фермера на берегах Миссисипи. Но вы видите, очень красивые места, верно? Ферма так себе, ничего особенного. Собственно, как музыка кантри. Один и тот же ритм, мотив почти одинаковый. Таковы и дни. Спасибо, дорогой мой. И вот он. Этот необыкновенно оранжевый закат. И сколько их уже было на этой территории, верно? Просто невероятно. Второе мое рождение произойдет в городе Ахама. Это штат Небраска. И вот тут скукой уже не пахнет, как вы видите. Не самое лучшее время. Мир накануне Второй мировой. И что, собственно, в нем происходит? Давайте посмотрим. Маэстро, отбросьте на эту стену карту мира. Прекрасно. В Европе политический хаос, как вы видите. Гитлер более чем умно использует нежелание Англии, Франции, Польши и СССР пойти друг другу навстречу ради сохранения мира. И только трезвые умы понимают, к чему это может привести, верно? Между континентами мечется неистовый Черчилль. Вон он, вон. Его пламенная фигурка, ну вы видите. Уинстон! Уинстон! Будьте добры, помашите ручкой нашим зрителям, Спасибо огромное. Чтобы спасти Британскую империю, ему нужны наш флот, деньги и солдаты, ну вы понимаете. И вот наш президент уже пишет письмо двум диктаторам, Гитлеру и Муссолини, с предложением пообещать миру, что в течение 10 или даже 25 лет новой агрессии предпринятой не будет, и что оба только усмехаются, как вы видите. Дальнейшее всем известно: бойня по горло в крови, мясорубка и кровавая жижа миллионов людей на перегное удобрение. Нет, в Америке, конечно же, нет никаких фронтов, мирные жители не умирают от голода, как в вашем Ленинграде, например. Здесь никто не становится жертвами расстрелов. У нас нет ни Бабьего Яра, ни бомбежек Москвы и Лондона, нет газовых камер Освенцима и запредельно дикого Холокоста. Ничего этого нет. И само понятие «война» для моих соотечественников звучит как-то нереально далеко, понимаете? И лишь иногда эта сдавленная пружина выстреливает наружу, почтальон приходит в соседский дом. Ну, вот он, вы видите. И через мгновение, маэстро, будьте добры. Слышите? Ну, истерика женской части ее обитателей. Впрочем, кому как не жителям вашей страны знать все это не понаслышке. Афган, Чечня есть и сегодня, но, как скажет спустя несколько лет наш президент Герберт Гувер, старики находят повод для войн, а умирать пойдут молодые. В своей сегодняшней роли я тоже очень боюсь этих безобидных на первый взгляд людей, почтальонов. Я ведь тоже мать, понимаете? И мой сын тоже на войне. Все я виновата, не досмотрела за мальчишкой. Был бы прекрасным врачом, у нас в роду почти все врачи. Но романтическая натура, бла-бла-бла. Когда жили на берегах Миссисипи, мальчик бредил пароходами, ну как герои Марка Твена, вы, наверное, читали. Но однажды он увидел самолет и летчиков в такой прекрасной форме, покатался вместе с ними, ну и все, пропал. Бросил университет, пошел учиться на военного пилота. Его отец счел это несерьезным, но, как ни странно, смирился. Правда, сказал мне шепотом: недолго протянет. И вот с начала войны он уже перегоняет военные самолеты в Англию, потом идут боевые вылеты, бомбит железнодорожные станции в Германии, в оккупированной Франции. Ну, вы помните, англичане бомбят ночью, американцы днем, русские, когда есть топливо. Возит командование на переговоры, трясется бок о бок в тесной кабинке с будущим президентом Эйзенхауэром, потом Северная Африка. Ну, в общем, как тысячи патриотов моей страны, да, собственно, и как миллионы солдат во всем мире вкладывает свою скромную лепту в ломание хребта нацистскому чудовищу. Правда, солдаты моей страны имеют некоторое преимущество, верно? Они делают свою работу на чужой территории. У них спокойный тыл. Их родина, куда они вернутся в безопасности. И им намного легче переживать ливень или стужу, зная, что скоро они окажутся в теплом и сухом доме. Их подруги, старики, жены, дети, все в безопасности. Их никто не бомбит, не насилует, не разрывает на кусочки. И мой сын может не волноваться. Дома все спокойно. Бог хранит Америку. Она
как бы в стороне от мировой мясорубки, но, как выяснится позже, никаких как бы не бывает. Хотя у всех у вас должны быть свои версии на все эти счета, маэстро. Теперь перенесемся на другую сторону мира. Маэстро, будьте добры, разверните земной шар обратной стороной к нашим зрителям. И вот оно, это чудное местечко и сотни молодых людей в отутюженной форме с белыми повязками самураев на головах, распространяя аромат одеколона, что перебивает все другие запахи, уже поворачиваются лицом к еще не взошедшему солнцу, как вы видите. А, вот она, эта оранжевая полоска над морем, и, судя по всему, час пробил. На карту поставлена жизнь или смерть целой империи, как все понимают. Маэстро, разверните земной шар чуть-чуть вправо. Прекрасно. И вот она, станция Тихоокеанского военного флота США в Гонолулу. В гавани стоят 96 кораблей, среди них 8 линейных. Гордость и мощь американского флота. На палубах только что закончились воскресные молебны. Духовые оркестры исполняют государственный гимн. 7 часов 53 минуты. Ну что это, слышите? Какой-то гул. Что это, маэстро? Маэстро, что это? Маэстро! Ух мой, какой ужас! Грохот взрывов обрывает звуки музыки, и линкор Оклахома в несколько секунд опрокидывается вверх, килем и уходит под воду, а вместе с ним и 1500 американских моряков. Взрываются пороховые погреба на Аризоне, языки пламени взлетают в небо на 300 метров, и еще 1102 человека в одно мгновение вычеркнуты из списка. Потом вспыхивает линкор Вирджиния, тонет у пирсов Калифорния, Невада. А вот и вторая волна истребителей, как вы видите, а также торпеды. 5 американских линкоров вычеркиваются, как говорится, из списка. 3 получают тяжелые повреждения, горят крейсеры и эскадронные миноносцы. То есть несколько минут и Тихоокеанский военно-морской флот Соединенных Штатов больше не существует. И, судя по всему, Рузвельт добился, чего хотел. За 2 минувших века на Земле, выступает он на закрытом заседании, было около 120 войн, и только в 10 случаях им предшествовало официальное объявление войны. Проблема в том, как нам сманеврировать, чтобы заставить Японию сделать первый выстрел, понимаете? И в то же время не допустить опасности для нас самих. Трудная задача, понимаю. Вы должны вести дипломатические дела так, чтобы Япония сделала первый шаг. Нет, он, конечно же, не предполагал, что этот шаг будет таким сокрушительным. В этот день президент распорядился не звать его к телефону. Он не хочет нарушать воскресный отдых. И вот за ланчем уже раздается звонок, как вы слышите, вот он. Вот, президент недовольно морщится, снимает трубку, и его лицо уже превращается в мраморный памятник самому себе. Итак, дорогие мои, сегодня я стопроцентное дитя своего времени, как, собственно, и мы все, ну, вы знаете, патриотизм и все такое. В общем, обычная, хотя неприметная назвать меня затруднительно, блестящая внешность, выдающаяся стать, фантастическая выносливость и сила, и именно мне доведется сыграть эту одну из главных ролей в мировом спектакле, что положит конец войне и выведет мою страну на ведущие позиции в мире. И вот 2 июля я уже приземляюсь на один из Марианских островов в Тихом океане. Мой сын уже здесь, как вы видите, и тогда мы сюда, как говорится, замрите. Вот он, наш звездный час, и это означает, что прямо сейчас мамочка начнет творить историю, маэстро. Сбивка. Ночь. Прекрасно, просто замечательная непроглядность. Чуть потише, пожалуйста, не так громко. Итак, дорогие мои, надеюсь, вы знаете, что такое приказ. Прекрасно. И вот за месяц до Потсдамской конференции Временный комитет США уже принимает решение из так называемых 3 пунктов. Во-первых, как только атомная бомба будет готова, сбросить ее на Японию. Во-вторых, никакого предварительного предупреждения об этом не делать. В-третьих, выбрать такую цель, которая убедительно покажет мощь нового оружия. И, как говорится, приказы не осмысливают, приказы выполняют. А совестью будете мучиться уже потом. Я же, как вы понимаете, мать. Я знаю, что могу сохранить жизни 1 миллиону с лишним своих ребят. Знаю также, что, рискуя 2 миллиардами долларов, это стоимость Манхэттенского проекта, могу сохранить как минимум 7 миллиардов 1 месяц войны с Японией. И, как говорится, вам бы такой выбор. И вот мои крылья уже распластаны наполовину взлетной посадочной полосы. Створки бомболюка, как вы видите, приглашающе распахнуты. В глубине фюзеляжа смутно поблескивают захваты бомбодержателя. Яйцеобразная тушка медленно втягивается в мое нутро ручными лебедками. Ребята треплются. Мир так
устроен, ну вы знаете, каждый в нем должен делать свою работу. И вот в 2:45 ночи мы уже взлетаем с острова Тиниан, берем курс на северо-запад, в 8:08 в прорехе облаков, как лапа фантастического существа, всплывает река Отто с 7 пальцами, притоками, возможно, вы читали об этом. И вот он, этот широкий остров, это дословный перевод названия этой местности. И вот в 18:15 створки бомболюка уже раскрываются, как вы видите, чуть помедлив, серебристое яичко несколько неохотно покидает мое чрево и проваливается в воющий поток ветра. Итак, дамы и господа, интересно, вы успели сделать свой звонок? Если нет, то извините, но больше можете не трудиться, все равно времени у вас уже нет. Да, так бывает. Кажется, что все успеется, и впереди еще уйма времени, и, как говорится, не в этот раз. Так, следующий маэстро, будьте добры, остановите мгновение в стоп-кадре и дайте нашим зрителям почувствовать, как замедляется время. Прекрасно. И вот они, эти шаги по гулкому коридору. И мой сын уже идет на прием к самому Труману. «What did you think?» – спрашивает президент. «Мистер Президент, I think I did what I was told». Через паузу президент резко ударяет ладонями по столу. «You are damn right you did! And I'm the guy who sent you!» «Ты прав, черт возьми, ты сделал, а я тот парень, что послал тебя. If anybody gives you a hard time about it, refer them to me. Если кто-нибудь создаст тебе проблемы из-за этого, отправь его ко мне. Мне плевать на историю, в конце концов. На кону стоит будущее моего народа. Если мне приходится выбирать между моим и чужим народом, я выберу свой! Трам-тарарам! Так несколькими годами ранее сказал Черчилль, ну, примерно по схожему поводу. И по большому счету, какого черта вы вообще к нему прицепились? Что, свет сошелся клином на моем сыне, что ли? Или, может, кругом все святые? Почему не прокляли сэра Сомервилля, чья эскадра расстреляла в Оране в 1940 году крейсере вчерашних союзников французов? Погибло 1200 моряков, кстати. И лишь для того, чтобы Черчилль мог показать миру серьезность намерений Британии сражаться с Германией. А сэр Артур Треверс Харрис или мясник Харрис, что сознательно предлагал наносить удары по мирным жителям, чтобы сломить дух сопротивления немцев. Сколько тысяч мирных жителей погибло в Гамбурге, Киле и Дрездене? Дело, конечно же, не в моральной распущенности, извините меня. Просто тогда не было приборов для точного прицеливания, понимаете? И только 2/3 бомбардировщиков точно находили свои цели, а 1/3 бросала бомбы в радиусе плюс-минус 5 миль, понимаете? И оправдать, как известно, можно все и всех в этом гребаном мире. Ну ладно, хватит. Ну, вы помните песенку «Оранжевое небо, оранжевый верблюд». И то, что сейчас произойдет, конечно же, жуть. Как говорится, прежде чем мстить, выкопай 2 могилы. Ну, что вы там сказали? Война еще никогда не была раскрашена в такие веселые краски. Верно, верно. Мистер, будьте добры. Согласитесь, какое это искушение показать всему миру, кто есть кто. Трум-трум. Ведь всем нам более чем повезло, верно? Что выдающиеся европейские ученые не заразились коричневой чумой и бежали в мою страну, спасаясь от нее. Альберт Эйнштейн из Германии, Нильс Бор из Дании, Энрико Ферми из Италии, Лео Сциллард из Венгрии. Все они прекрасно знали о опытах Отто Хана и Фрица Штрассмана. Знали, что вслед за урановыми рудниками из Чехословакии на службу германским атомщикам уже поставляется производство так называемой тяжелой воды, и понимают, что будет, если эта чудовищная энергия окажется в руках Гитлера. Они уже обращаются с письмом к Рузвельту. Как вы видите, хозяин Белого дома срочно разводит оранжевую краску. Манхэттенский проект, то есть проект создания атомной бомбы, так называемая оранжевая тайна для посвященных. Вся переписка по нему ведется на оранжевой бумаге. Возможно, вы не знали об этом, чтобы сразу было видно в кипе документов. И вот после поражения немцев под Сталинградом и Курском, Сциллард от имени Эйнштейна, Бора и других коллег снова обращается с письмом к Рузвельту, на сей раз с призывом отказаться от боевого применения этого оружия. И такова наивная попытка гениальных создателей предотвратить распространение плодов своего ужасного гения. Но письмо из-за болезни президента целый месяц пролежит нераспечатанным вплоть до самой смерти Рузвельта 12 апреля 1945 года. Ирония судьбы!
Или кто-нибудь в этом мире хочет вообще запретить применение оружия? Ну, кроме пацифистов, конечно же, которых большинство считает тотально больными людьми. Что вы говорите, дорогой мой, а? Нет сил больше держать малыша на руках. Руки затекли. Так отпускайте. Черт всех нас подери. Шоу-тайм, как говорится. И вот он, этот удивительный океан света, что уже пронзает насквозь чуть ли не саму землю и даже стены домов. Шипя и испаряясь, начинают не рушиться, но плавиться. Нет, маэстро, не надо, уберите руки с пульта, не надо никакого звукового сопровождения, так как не существует такого звука в вашей коллекции, что соответствовал бы тому, что разрезает сейчас эфир серебряного дождя. И над пылающими развалинами только что стоявшего внизу мирного, обратите внимание, мирного города с торжествующим ревом уже вырастает этот гигантский, прямо на наших глазах наливающийся фиолетовой чернотой гриб. Смотрим в глаза, дорогие мои, и двигаемся в такт моим движениям. Не терять сознание! Трам-тарам! Впереди еще так много незабываемого. И вот через 7 секунд этот гриб уже достигает высоты 13 тысяч метров. Как все мы узнаем позже, 80 тысяч из 255-тысячного населения города уже вычеркнуты из списка. 120 тысяч погибнут в муках чуть позже от радиации и ожогов. И вот он. Вот он, этот голос, дорогие мои, что уже завис в абсолютной тишине. И, как говорится, что я тут делаю? Или я действительно сумасшедший, если обращаюсь к уже несуществующим зрителям? Ко всем тем, кто так и не успел оставить свою версию, в какой роли я сегодня, и кто так никогда и не узнает, что такое настоящий шоу-тайм. И он действительно прекрасен, могу вам сказать, просто оргазм света, который все еще растет, как вы уже не видите, вбирая в себя миллионы ваших душ, и с каждой новой душой становится все выше и светоноснее. И это уже не просто гриб, это живое существо, плоть которого соткана чуть ли не из самой вечности, а весь этот рев, ломающий кости и плавящий сталь и бетон, всего лишь крик новорожденного младенца, как вы понимаете, с хрустом расправляющего свои плечи, открывающего глаза и растущего к звездам, и солнца больше нет, как все мы видим. Я же только-только выхожу из виража, оставляя позади почти 1600 метров сплошного разрушения, пожаров и разрухи примерно на 11 километров от эпицентра, и кто-то из команды уже говорит, что чувствует на языке вкус свинца. И вот он, этот свинцовый след в истории, как говорится, попробуйте переплюнуть, дорогие мои. Но этого, как кажется, мало, и через 3 дня вторая бомба будет сброшена еще на один город, и из списка будут вычеркнуты еще 80 тысяч человек. И, как говорится, ну неужели одной было недостаточно, а всем уцелевшим, прошу вас, смотрите в глаза, дорогие мои, назад, вперед, подброс, шпагат, экран, батан, просто замечательно. До следующего моего шоу-тайма, дорогие мои, у всех вас еще есть время немного подумать. Шоу. Ой, извините. Итак, дамы и господа, скажите мне, вы лично видели когда-нибудь фотографии обугленных до костей человеческих тел, лопнувших глаз, живых детей, из тел которых торчат не ручки и ножки, а обугленные кости? Глаза мужчин в состоянии предельного шока и растерянности. Если нет, тогда посмотрите, прошу вас, найдите время. Люди должны знать, что такое температура в 30 раз выше солнечной. Спасибо, дорогой мой. Есть смысл также посмотреть в глаза капитана Изерли, человека, от которого зависел так называемый выбор цели, что кончил жизнь в психиатрической клинике, кстати. Или в глаза господина Оппенгеймера, что в Белом доме ревел в бессильной ярости и просил отрубить ему руки, которые создали такое. Или в глаза мистера Трумана, что в панике отказался повторить то же самое во время берлинского кризиса в Корее, хотя советники более чем настаивали и даже угрожали. И все это означает, что чему-то я вас все-таки научила. А теперь внимание, дамы и господа, скажите мне, вы могли бы сломать самурая? Трудно. Согласен. А теперь знакомьтесь, вот он, чистокровный самурай по имени Футида. Тот самый капитан Футида, бывший командир авиагруппы авианосца Агаки,
ведший первую волну японцев при бомбардировке Перл-Харбор, у которого глаза до самой смерти так и не перестанут слезиться. Стопроцентный, как говорится, хрестоматийный самурай, национальный герой, что до смерти в 76-м будет ходить по городам мира и с глазами взведенными, как пистолетный боек, будет совать всем и каждому томики Библии. Причина вмешательства очень проста. Я уехал из Хиросимы в 17:00 дня накануне бомбардировки, пишет он в воспоминаниях. Мне позвонили из штаба военно-морского округа, но когда я приехал на место, я не смог найти того, кто мне звонил. Я решил выехать обратно в Хиросиму утром 6-го, и вот я уже брожу по пепелищам и не могу, хоть убейте, найти объяснение. Всему этому нигде, тарарам! Кроме этой книги. И это говорит стопроцентный самурай. Какая стремительная переоценка ценностей, верно? Итак, дамы и господа, я сегодня мать. И знаете, почему я не могла всего этого не сделать? А потому что кто-то должен вам, малолетним идиотам, открыть глаза на ту самую пропасть, на которой вы уже стоите. И никто не имеет права сделать этого, кроме меня сегодняшней, потому что вы все родом из меня, и я поубиваю вас всех, если вы еще раз попытаетесь вынудить меня к подобному. Итак, дорогие мои, мой сын проживет долгую жизнь, сделает хорошую, хоть и не головокружительную карьеру, и идет в запас в звании бригадного генерала ВВС США, и до конца жизни так и не усомнится в том, что все сделал правильно. Он умрет 1 ноября 2007 года в своем доме в Коламбусе в возрасте 92 лет. И скажу еще больше, я горжусь им. И он действительно все сделал правильно. И я искренне ненавижу всех этих малодушных предателей, как капитан Роберт Льюис, второй пилот, что пишет в своих воспоминаниях: «Боже, что мы наделали, даже если я проживу 100 лет, я не смогу этого забыть». Так, дорогие мои, как бы я хотел, чтобы мое сегодняшнее шоу услышали все эти недальновидные детки, президенты и генералы, что, заигрываясь в гуманитарных целях, бомбят мирные города, несут свою гребаную демократию на танках и самолетах или засаживают ее пулями, прямым попаданием в мирных жителей. Все те, кто стирает целые страны, чтобы уничтожить какие-то там игрушки массового поражения. Я сегодня, конечно же, не просто женщина. Как кто-то из вас уже понимает, не просто мать и не просто самолет, что доставил своего чудо-малыша с зарядом света в 30 раз мощнее солнечный в пункт непосредственного рождения, и даже время спустя 100 или 1000 лет не прояснит, кто во всей этой путанице прав или виноват. И теперь будьте особенно внимательны. Когда еще вам предоставится возможность узреть эту гневную фигуру высотой в 13 000 метров? Я сегодняшняя, несомненно, та самая сила, что лежит в основе жизни как таковой, сила, что не будет больше разбираться просто потому, что имеет право. Я поубиваю вас всех, если вы еще раз меня разозлите. Пусть остальные дети, глядя на это, попробуют не простить свою мать, когда повзрослеют.